Что для тебя искусство? Искусство подобно звездам на ночном небе. Они существовали много лет, погибали, и даже после этого испускали свет, который доходил до нас сквозь бесконечность. Многие не обращают на звезды никакого внимания, но других они заставляют мечтать, чувствуют любовь, поглощают их своей загадочностью. А на самом деле? Это способ почувствовать себя живым, ощутить свою связь с миром, осознать, что я здесь не просто так, но все это будто спрятано по тысяче замков где-то здесь. Понять себя бывает очень тяжело. Кажется, мы здесь, чтобы сделать это и выразить все своими словами. Я загораюсь, когда меня осеняет идея. Написав сценарий, я стремлюсь скорее его экранизировать. В этот момент все мои ресурсы, материальные и духовные, направлены только на это. И тебе приносит удовлетворение то, что ты делаешь? Нет. Когда я возвращаюсь домой после съемок и вскоре завершаю монтаж, посмотрев итоговую работу, я вновь начинаю гаснуть. Все, я сняла это, оно остается в прошлом, к нему я больше не вернусь. Тебе не нравится то, что получается в итоге? Тут дело в том, что все, просто все. Но это можно назвать способом отвлечься? Не думаю, что это подходящее слово. Это скорее смысл проживать день. Когда мне очень плохо, меня атакуют мысли, которые никогда не посещали меня до этого. Это вырастает в тревогу и самобичевание, и мне становится еще хуже. То есть кино делает тебя хотя бы немного счастливым? Нет, я не знаю, что такое счастье, точнее, как оно ощущается, но так, видимо, и должно быть. Говорят же, что любая вещь теряет свою значимость в изобилии. Неужели в твоей жизни совсем нет места для счастья? Весь мой день, по сути, заключается в желании поскорее заснуть, чтобы наступил следующий день. Этот путь очень долгий. Я засыпаю, надеясь, что проснусь и буду чувствовать себя нормально, но это происходит далеко не всегда. Творчество помогает укоротить этот путь. Уверена, что творчество — это лишь способ ускорить страдания. Вспомни, что ты сказала ранее. Ты когда-нибудь плакала от того, что написала несколько хороших предложений? Что для тебя искусство? Не знаю. Оно имеет место в твоей жизни? Не знаю. Тогда на чем основана твоя жизнь? Нам обязательно разговаривать. Извини. Порой я очень плохой человек. Это так больно осознавать. Меня переполняет ненависть. Она обжигает изнутри, и если я не наору на кого-нибудь или не оскорблю, такое ощущение, что я разорвусь на куски. И ты никак не можешь справиться с этим? Нет. Это сильно травмирует тебя? Представь,
Каково это, когда больше всего на свете ты презираешь ненависть? При этом ты сам ее порождаешь. Меня легко вывести из себя. Бесконечное ожидание, неуважительное отношение к себе. Я, я не научился пропускать эту ненависть мимо себя. Я впитываю ее, но выплеснуть его обратно адресату я не могу. Причины всегда разные. Тогда приходит кто? Семья, друзья. Потом ты сидишь и плачешь. Обещаешь, что такого поведения никогда не повторится. И оно повторяется. Искусство — это единственное, что я могу принести в мир. И у меня такой характер, что я просто не могу позволить себе разлагаться. Марчаре, non марчире. В какой-то момент искра внутри, и, по сути, я пытаюсь направить всю эту черную энергию в творчество. Какой из этого итог? Творчество не дает мне сойти с ума и дарит надежду. А точнее, мысль о том, что я реализуюсь, о том, что я могу делать хоть что-нибудь, хотя бы что-то, находясь в депрессии. Далее приходит осознание того, что в целом моя жизнь хорошая, и когда-нибудь я смогу полностью ощутить это. Но речь идет о жизни, которая, кажется, в этот момент находится очень далеко. Но я справлюсь, как бы пусто не было, как бы мою грудь не сдавливала. Однажды я проснусь, а пропасти в груди не будет. Я буду чувствовать себя хорошо. Но мне будет не просто хорошо. У меня ведь снято кино, написаны сценарии. Как тут не ощутить счастье? А ты что здесь делаешь? В смысле? Ты никогда не задавалась вопросами. Ну, я знаю, что здесь происходит какой-то движ, я тоже хочу в этом поучаствовать. Ладно. Какую роль в твоей жизни играет творчество? Я не могу жить без творчества. Я готова создавать что-то в любую минуту, ну, буквально в любую. Что-то приходит в мою голову, и я не успокоюсь, пока не сделаю этого. Что дает тебе силу? Я люблю себя, свои интересы, мировоззрение, ну, то, на чем строится моя жизнь. Ну и, конечно, понимание того, что у меня есть. Любящая семья, друзья, они всегда со мной. Этого у меня не отнять. Неужели ты здесь за ответами? Мне казалось, ты и так все прекрасно знаешь. Без меня здесь нельзя, иначе все будет бессмысленно. Прямо как я без своей семьи. Видала, как могу? Меня раздражают все. Часто доходит до ненависти. Я уверена, это наследственное. Мы постоянно ссоримся. Я иногда мечтаю жить одна, лишь бы ни с кем не контактировать. Как ты работаешь? Я долго не могу уснуть. Могу лежать несколько часов, несмотря на желание спать. Или иногда, наоборот, ложусь раньше, чтобы день поскорее закончился. В этот момент я представляю различные ситуации, которые в итоге обретают форму сценария. Я сразу же записываю все это. Еще стараюсь выходить на улицу и просто ходить, слушая музыку. В этот момент я думаю обо всем на свете. И мне достаточно посмотреть на какое-то место, это совпадает с моими мыслями, и рождается идея. Иногда во время рефлексии приходит что-то. Я не могу сконцентрироваться. Меня отвлекает любой шорох. Да и в целом, какая тут работа, когда я хочу уничтожить все, что попадается на пути? Оно само выходит на бумагу, я не напрягаюсь. Я испытываю эмоции, которые хочу показать на экране, пишу шутки, понимаю, как герой должен отреагировать, и улыбаюсь, смеюсь вместе с ними.
Стараюсь наделить персонажей своими чувствами и переживаниями, отразить частичку себя в мире, который создаю. Люблю оставить какой-нибудь референс для любимых. Твое дело приносит тебе много радости? Конечно, во время съемок приятно видеть, как актеры играют и общаются со мной и так далее. И, конечно, во многом мне помогает мой друг, и Я обожаю его. Ты говорила, что не можешь без семьи. А как они относятся к твоему творчеству? Мама говорит, что ей нравится. Не обращают внимания. Смогла бы ты жить без семьи? Нет, конечно. И я мечтаю об этом. Я люблю семью, но при этом предпочитаю одиночество, либо провести время с другом. Кстати, однажды мама в ответ на просьбу побыть одной сказала: «Ну ты же ездишь к другу». Меня это обижает, начинает мучить совесть. Но очевидно же, что близкие друзья понимают тебя намного лучше. Тебе просто комфортнее с ними. Да и не сказать, что время мы проводим тусуясь. Мы лежим в гостиной и смотрим фильмы на большом телевизоре. встреча с друзьями на нашем домашнем споте — это огромное событие, без которого сложно представить свою жизнь. Мы встречаемся втроем, общаемся, шутим, любим вкусно покушать, и обычно я включаю музыкальные клипы на телевизоре. И это их бесит. Чего ты боишься? Многих вещей. Например, Не успеть. что не успеть? Порой я считаю свои сценарии гениальными, и из-за этого у меня появляется страх по какой-то причине не успеть их экранизировать. В смысле, что не будет возможности? Скорее, что меня может внезапно не стать, и все это канет в лету. Я имею в виду несчастный случай. Либо да, не будет возможности через годы. Я считаю, что ни в коем случае нельзя редактировать свои сценарии спустя большое количество времени, потому что ты писал их, будучи иным человеком, с иным мировоззрением, и, скорее всего, собирался передать свои эмоции и переживания именно в такой форме, отличной от твоей нынешней. Поэтому нужно делать, пока есть запал. Неизвестно, что ждет тебя в будущем. Думаешь, я знала, что буду пребывать в этом аду? Боюсь, что близкие возненавидят меня. Иногда я чувствую себя так, будто умираю. Это съедает меня. Потерять близкого. Ничего. А если подумать, что ты хочешь донести до зрителя? Ты ведь снимаешь кино и надеешься, что его будут смотреть? Нет, я прекрасно понимаю, что никто не будет это смотреть. Слишком скучно. Но должно же быть хоть что-то. Я надеюсь, что мое кино поможет кому-то в трудную минуту, рассмешит, заинтересует, всеми любимое слово отвлечет. Кино действительно отвлекает, это удивительное искусство. Я ухожу в кино, и меня раздражает все. Но как только фильм начинается, меня завораживает, и я забываю обо всем. Но стоит только вернуться домой, как меня снова захлестывает ненависть. Ты не представляешь, как я люблю свои фильмы. Я иногда пересматриваю и понимаю, что это именно то, что я хотела создать. Я смеюсь, хотя я знаю все шутки. Мне интересно, хотя я знаю весь сценарий наизусть. А отдельное удовольствие, когда неизвестный пишет мне, что ему понравилось. Однажды мне даже написали, что я вдохновляю. Мне это очень запомнилось. А еще на днях мой фильм получил номинацию в Международном кинофестивале. Это было вау! Наверное, какая-то шарашкина контора, либо эти сертификаты раздают направо и налево. Когда близкие говорят, что я молодец, это очень греет. Я просто не могу стоять на месте. Как тебе люди в целом? Терпеть их не могу. На улицах столько уродов, и мое внимание будет заострено именно на них. И от этого я становлюсь еще агрессивнее, я не выношу их.
Еще мне постоянно кажется, что кто-то пялится на меня. Я хочу его унизить. Иногда я делаю это. Жалеешь? Люди мне безразличны. Я иду по улице без задней мысли о том, кто и как на меня посмотрит. Это неинтересно, неважно. Хорошо. Я могу идти по улице и улыбаться встречным. Иногда вижу какого-нибудь угарного, и настроение поднимается еще сильнее. А вообще стоит понимать, что все вокруг — это NPC. Своих друзей, семью я очень люблю, несоизмеримо. Бабушка называет меня котичкой и гладит по спине вот так. А моя мама в детстве делала мне ежика. Это когда на ухо делаешь вот так. А если говорить про твое окружение, помимо друзей, про одногруппников, например? Тоже безразлично. У нас нет ничего общего. Я ни с кем не общаюсь. Некоторые персонажи сильно злят меня. Я могу их характеризовать только плохими словами, ограничусь этими. Тупые, высокомерные. Другими словами, вне себя от себя. По большей части это просто нормисы. Есть хорошие ребята. Я люблю шутить с ними в компании и быть клоуном. Я не пытаюсь им понравиться. Это идет изнутри. Стеснение проходит, и я становлюсь самим собой. Мне нечего сказать. Как говорил один человек, поражает, что в университетах, да и в школах тоже, группа людей с абсолютно разными мировоззрением и интересами должна учиться вместе. Чего ты не можешь терпеть или что ты ненавидишь больше всего? Когда мои интересы не учитывают. Постоянно одни и те же вопросы. Как дела в университете? А то, что я действительно люблю, никого не волнует. Когда мне задают миллион вопросов, я ненавижу на них отвечать. Тупых людей вокруг. Когда меня не понимают и отрицают мой недуг. Пусть даже и делают это неосознанно. Отрицают? По типу «возьми себя в руки», «надо работать, чтобы не было времени на лень», «повзрослеешь, и все пройдет» и так далее. Вижу у тебя много нелюбимых вещей. Еще бы. Неуважительное отношение к себе, когда тыкают, унижают те, кто якобы на ступени выше. Не надо забывать про... Очень смешную шутку, что когда я уже закончу учиться, чтобы лечить их. Ха-ха-ха. Когда близких обижают или у них проблемы. Ничего. Ну, может быть, когда кто-то начинает сильно негативить, потому что я могу перенять эмоцию и начать грубить. Быдло в очередях, как, впрочем, и везде. Я не люблю слова ради слов, то есть для поддержки разговора. Мне абсолютно комфортно в тишине, и я никогда не ищу, что сказать. И, конечно, вопрос «как дела?» Просто потому, что я не знаю ответа. Не люблю вставать с кровати, в основном, когда кто-то просит подойти. Когда меня отвлекают. Нормисы. А что ты любишь? То, что относится к категории «делать, что в силах». Это Дарить маме цветы, покупать семье обед, ну, из кафе и так далее. люблю такие поступки, тоже помогают почувствовать себя частью жизни, хоть и слабо и ненадолго. Маниакальная уборка в доме. Слушать музыку. Слушать музыку. Слушать музыку. Слушать музыку. Музыка, которую ты слушаешь, зависит от твоего настроения? Нет, музыка любых жанров помогает мне одинаково. Но все дело в том, как ты ее чувствуешь. Находясь в меланхолии, тебе легче проникнуться соответствующей музыкой, погрузиться в текст и понять его. Находясь в радости, веселье, ты тоже можешь слушать такую музыку и получать удовольствие, просто потому что она прекрасна. Нет такого понятия, как музыка под настроение. Она имеет место быть всегда, просто ощущается по-разному. Я могу слушать рэп, последующие песни эмбиент,
Удовольствие я получу одинаковое, но эмбиент пробьет меня до мурашек. Или песни с трогательным текстом, которые заставляют задуматься. Что-то концептуальное. Когда мы едем в машине, я включаю Joy Division, и все начинают запевать. Love, love will tear us apart again. Dance, 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 dance to the radio. Я не могу выйти из дома без наушников. Я не могу находиться дома без наушников. Я постоянно слушаю музыку. Если говорить про так называемую злую музыку, чтобы выпустить пар, то это так не работает, по крайней мере, со мной. Я просто слушаю, что попадется в очереди. Даже не могу привести пример, что. Потому что я не чувствую ее. Просто слушаю из привычки. С другой стороны, я ненавижу, когда меня отвлекают от прослушивания. Я люблю разную музыку. Я просто счастлива, а музыка сопровождает меня в течение дня. Я слушаю рэп, раскачиваюсь и делаю от острых панчей. А потом включаю Led Zeppelin и вслушиваюсь в инструменты. И представляю, как я играю на гитаре, как в школе рока. Да и вообще я очень мечтательная. Я люблю представлять, как я раскачиваю толпу или то, как мое кино показывают в полных залах. К некоторой музыке мне привили любовь члены моей семьи. Старший брат и сестра были подростками в РМТВ, а я не отлипала от них. Поэтому я до сих пор слушаю попсу нулевых, которые ассоциируются с ними. А мой отец любит рок-музыку. Led Zeppelin, Deep Purple. Помню, нас семья вымораживала то, что он включал в машине, особенно крик в «Immigrant Song». Но я помню, как он попросил меня вслушаться в инструменты. И только недавно я начал понимать, что это все означало. В каком-то смысле музыка действительно спасает жизнь. Что еще ты любишь? Смотреть кино. Смотреть кино. Смотреть кино. Смотреть кино. Недавно я читала, что один человек боится снимать собственное кино, потому что тогда начнет смотреть фильмы через призму кинодеятеля. Ничего глупее в жизни я не слышала. Чтобы снимать кино, нужно разбираться в нем. А для этого нужно его смотреть и смотреть много. Лично у меня крайне редко возникают мысли об интерпретации чего-либо. Например, я вижу необычно выставленный кадр и думаю, а так можно было? И мне кажется, что было бы прикольно сделать так в своей работе. Я не могу не посмотреть хотя бы один фильм в день. Мне нравится пересматривать мои любимые фильмы, ну или просто хорошие. Интересуюсь новыми. Мое любимое чувство — это когда я загораюсь просмотром. Типа, вот я сейчас как классно лягу, посмотрю фильм, ну кайф. Любимые фильмы приходят раз в пару месяцев, может быть, раз в год. Причем стоит мне пересмотреть один, как я начинаю пересматривать все остальные. Ну, не один за другим, конечно. Кстати, мой рекорд — это 7 фильмов за день. До этого рекорд был 5 фильмов. Я установила вместе со своими друзьями на Хэллоуин. Мы смотрели хорроры. Не помню, во сколько мы начали, но заканчивали мы в 6 утра. Завершала марафон «Техасская резня бензопилой». Уже рассветает, такая характерная сонливость, но спать ты уже не хочешь. В этот момент я был абсолютно счастлив. А на экране за девушкой гонялось кожаное лицо. Для меня кино — это спасательный круг. Я не могу не снимать или не смотреть его. Однако проблема в том, что приходится начинать просмотр через силу. Я не хочу абсолютно ничего. Но если просто лежать и ничего не делать, сойдешь с ума от мыслей, самотерзания и уныния. В смысле через силу? Ну, у меня есть watch-лист, он большой, десятки любимых фильмов, но когда я представляю, что смотрю один из них, мне совершенно не хочется начинать просмотр. Читаю описание, вроде интересно, но меня будто выворачивает изнутри. Тогда я просто включаю любой
Проходит пара минут, и я уже погружаюсь в происходящее. Но чаще всего иду по протоптанной дорожке и смотрю любимые фильмы. Это сделать проще. Плюс есть важная истина. Если ты смотрел фильм 1 или 2 раза, то ты не смотрел этот фильм. Кино отвлекает, помогает уйти от проблем, спрятаться от окружающего мира, хотя бы ненадолго. Кинотеатр — идеальное укрытие. Что еще? Видеоигры. 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 Здесь то же самое, что и с фильмами, но есть большая проблема. Чтобы играть, нужно сидеть за столом. Есть выход в виде геймпада, но все-таки, чтобы играть, нужна энергия. А я могу только лежать, смотреть в экран и не двигаться. Бывает, я играю в Counter-Strike со своим другом из Беларуси. Уже лет 7. Ты мотивирован делать это? Не думаю. Мы больше общаемся, нежели играем. Наверное, так я пытаюсь скрасить свое одиночество. Это хороший способ убить время до того, как можно будет забыться во сне. Но с ним я иногда отмечаю какие-то события, произошло что-то хорошее, настроение приподнято, я зову его поиграть, чтобы отметить это победой. В гневе я перестал себе позволять заходить в соревновательные игры, потому что когда встречаются два зла, они еще больше отравят жизнь друг другу и заодно окружающим. Так и в жизни. Я люблю сюжетные игры. GTA Vice City моя любимая. А если из новинок, то это ремейки 2 и 4 части Resident Evil. Я не думал, что такой жанр игр для меня, поэтому я был очень удивлен. Disco Elysium тоже, казалось бы, совершенно не мой жанр, однако она полностью погрузила меня в свой мир и даже подарила мне вдохновение. Ее нельзя назвать лишь игрой. Это и книга, и кино в каком-то смысле. Поэтому она имеет право называться искусством. Ведь сюжет, стилистика, повествование, музыка создают единую картину, которую хочется изучать и любоваться ею многие часы. Что скажешь про учебу? Учеба в основном за счет ее интенсивности является причиной тревоги и самобичевания. Вспомни, что я говорила про свой характер. Марчаре, нон марчире. Вот что ты лежишь, я не поняла, тебе выучить надо. А надо ли? Только недавно я научилась расставлять приоритеты и беречь себя. Просто спокойно говорю. Ну ничего, выучу потом. А если мне что-то не нравится, что аж тошнит, то я просто не уделю этому время. Это помогает мне укоротить путь к восстановлению и облегчает его. Мысли о том, что я что-то должна, только сильнее загоняют в яму. А нет ничего важнее твоего ментального здоровья и тебя самого. Я не понимаю, как можно быть преподавателем через силу. По-другому я это назвать не могу, просто лишь бы быть. Потому что какой взрослый, адекватный человек будет опускать студента, вести себя в стиле вне себя от себя? Мне страшно тошнить с этого. Я считаю, что нельзя преподавание совмещать с чем-либо. Преподаватель — это человек, который получил соответствующее образование и хочет нести знания, а не озлоблен на весь мир. Да, конечно, он такой крутой специалист, никто не спорит. Еще и преподает этим дебилам. Что это за плебеи тут к нему пришли? Ужасные студенты, просто лузеры. Но по факту, как преподаватели, они абсолютный ноль. И как люди тоже. Они не вызывают ничего, кроме ненависти. О каком уважении тут может идти речь? Стать таким. Вот чего я боюсь больше всего. Да что их слушать? На меня это не действует. Я посижу до конца пары и пойду дальше жить свою жизнь и радоваться. А вот от учебы я получаю удовольствие. Я что-то учу, и в процессе у меня замыкается цепочка. Кстати, у нас это называется причинно-следственная связь.
И я такая типа: «Воу, я поняла, вот это круто». Мне несколько раз везло, и меня учили прекрасные преподаватели. Они невероятные как люди, и по ним видно, что они получают удовольствие, хотят дать знания и подарить хорошее настроение. Я всегда с радостью прихожу на их занятия. Конечно, все на свете не выучишь, но я не могу не подготовиться к встрече с ними. Я крайне уважаю их и хочу показать, что что-то усвоил и понял. Это настоящая мотивация. Один из моих лучших преподавателей сильно заболел и не доучил нас до конца курса предмета. Он лежал на больничном несколько месяцев, и однажды мне пришла идея написать письмо, в котором я изложила свою благодарность за его вклад в мое обучение. И я говорю не только про учебный аспект. Этот человек всегда дарил всем хорошее настроение и тем самым показал, что порой нужно относиться ко всему просто и с юмором. Ты передал ему письмо? Нет. И я очень жалею об этом до сих пор. Ты говорил, что хочешь, чтобы твое кино вдохновляло и помогало. С чего ты решил, что кино способно на это и многое другое? Если вернуться к истокам, то это Eraserhead Линча. Прочитав после просмотра статью с анализом того, что это вообще было, я узнала об очень интересной интерпретации. Линч мог таким образом искусно передать свои эмоции и переживания. Пересмотрев фильм, я поняла, что это имеет место, и тогда он стал неотъемлемой частью моего творческого сознания. Как сейчас помню, подумала, вот это да. Можно выражать свои чувства через самые необычные образы, которые, казалось бы, никакого отношения к проблеме не имеют. Это сильно вдохновило меня. Черту намного позже подвел автор сам. Я прочувствовала этот фильм всеми душой и телом, как будто его сняла я. Настолько близким он мне оказался. Ни в каком другом фильме я так сильно не понимала персонажей и все, что с ними происходит. Это восхитительно. Я не знаю, что еще сказать. Ненависть. Лишь на третий раз в моей голове щелкнуло, что пора что-то менять. Здесь лишние слова не нужны. Человек падает с небоскреба и говорит: «Пока все хорошо. Пока все хорошо. Пока все хорошо». И я поняла, что нужно очень хорошо постараться, чтобы суметь плавно приземлиться. Вам и не снилось. Это фильм, который действительно позволяет поверить в любовь. Ни в каком другом фильме я не видела настолько убедительных и светлых чувств, которые греют душу и вдохновляют. Beautiful Boy. Меня воспитывали, дав понять, что семья всегда держится вместе и поможет решить любые твои проблемы. Сделать это безвозмездно, из чистой любви и преданности. Уверен, многие упускают важный момент фильма – это взаимоотношения между членами семьи. Любовь между отцом и сыном не угасает ни на секунду, несмотря на огромную, страшную проблему, нависшую над ними. «Приключения пингвиненка Лоло». Когда я был совсем маленький, моя мама включала его мне. У нас дома до сих пор есть тот самый DVD-диск. Раньше я часто пересматривал его, но это было очень давно. Сейчас остались только теплые воспоминания. Этот мультфильм у меня всегда ассоциируется с мамой.
Самые теплые чувства в моей жизни — заслуга моей семьи. Школа рока, мистер Шнибли, а точнее мистер С. Человек не от мира сего, он предан своему делу, позволяет людям поверить в себя и найти правильный путь. Ну, к примеру, Зак. Он открыл в себе талант, который заставил его отца-скептика поверить в него. А еще там классная музыка. Ты думаешь, откуда у меня такая любовь к рок-музыке? Я просто поняла, как правильно от нее кайфовать. Дьюи наполняет меня позитивной энергией, ну, на полную. Я Эрл и умирающая девушка. Приятно видеть на экране людей, которые похожи на тебя. Я с легкостью могу представить себя вместе с ними. Рэйчел я вообще считаю легендой. Она вдохновляет. Что важно заметить, вдохновляет не на творчество, а на жизнь. Как говорил Эр, I feel blessed.